Данное видео рассчитано исключительно для новичков. Про хацкеры даже не начинайте просмотр. Как в современных реалиях устанавливать моды на такие любимые, а самое главное родные GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Если вы cool хацкеры, думаете, камон, да все знают, как это делать. Спешу вас огорчить и пригласить под одно или же несколько моих видео по модам на эти игры, где я ставил кучу модов и получал шквал однообразных комментов на тему как ставить моды, покажи как установить и так далее. В этом совсем непродолжительном видео я расскажу базу. Это база. О том, как же ставить моды легко и быстро, буквально в 2 клика. Берем двойные листочки и записываем. Как таковых отличий в установке модов на GTA 3, Vice City или же San Andreas нет. Все моды ставятся одинаково, я покажу самый быстрый и простой способ. Делать все это я буду на примере GTA San Andreas. Важный момент. Для заготовки под моддинг нужна чистая версия игры. Этим моментом нельзя пренебрегать, иначе в будущем это может доставить немало проблем. Для работы модов нам нужны базовые элементы. Клео библиотеки, загрузчик оси скриптов, exe файл игры версия 1.0. Это важно, так как на других версиях многое не работает. И еще немало всего. Но грузить я вас не буду и сэкономлю вам кучу времени. Для каждой игры качаем Essentials Mod Pack. В него входит много нужных модификаций, которые подготовят игру для моддинга. К примеру, в нем уже есть Клео, загрузчик скриптов, exe файл, фикс для широких экранов, фикс на частоту кадров и еще очень много всего. Все, что вам нужно, это переместить файлы из архива в папку с игрой и подтвердить замену. После чего игра практически готова к установке модов. Осталось поставить Open Limit Adjuster, дабы снять все ограничения, установленные игрой. Его установка очень простая. Заходим в папку Open Limit Adjuster, копируем файл с расширением IC и кидаем в папку с игрой. Далее заходим в папку Settings и выбираем игру. Копируем ini файл и также кидаем в папку с игрой. Все, на этом установка этого полезного скрипта закончена. На этом базовая подготовка игры для установки модов завершена. Далее я покажу, как же легко и просто теперь устанавливать моды. Ранее с Essentials Mod Pack я скопировал в папку с игрой Mod Loader. Именно этот инструмент и будет главным помощником в простой установке модов. Сейчас расскажу, как это работает. Скачиваете вы тот или иной мод. В моем случае это качественный русификатор. Кстати, ссылки на хорошие ру-переводы для каждой игры я оставлю в закрепленном комментарии. Берем русификатор, заходим в файл readme, читаем, что содержимое нужно закинуть в папку Mod Loader. Делаем именно так и видим, что русификатор установлен. То же самое я проделаю с HD HUD и качественным меню. И о чудо, моды установлены. Легко и быстро, и прям как я говорил, в 2 клика. Конечно, при установке есть свои нюансы. Самое главное всегда читать файл readme, который лежит в архивах с модами. 90% модов устанавливаются именно так, через Mod Loader, но бывают и исключения, где установка немного другая. Но опять же, читайте инструкции и все будет хорошо. Именно таким способом можно быстро ставить моды на оригинальную трилогию GTA. Совет номер 1. Никогда не ставьте кучу модов, не проверяя их в игре. Установили тот или иной мод, зайдите в игру, проверьте его, побегайте 5-10 минут и проверьте, чтобы все работало. Да, это не быстро, зато вам не придется ставить игру и все другие инструменты заново. Совет номер 2. Откажитесь от модов с автоустановкой. Во-первых, вы никогда не контролируете, что там автоматически устанавливается. А во-вторых, и самое главное, с автоустановщиком вы так и не научитесь ставить моды и не будете понимать всех процессов. Совет номер 3. Качайте моды только на проверенных сайтах. Для меня проверенные сайты это такие как типа Mixmods, Liberty City, ну иногда и GTA Inside. Приоритет модов. Что это такое и зачем оно все нужно? Бывает так, что вы устанавливаете, к примеру, несколько текстурных модов, и они не совсем верно работают друг с другом. У обоих модов есть одинаковые заменяемые файлы, и вам как-то нужно задать для того или иного мода приоритет. К примеру, здесь установлен мод Rosa Project, и сверху я установил мод на новое оружие. Из-за неправильного приоритета текстуры оружия стали белыми. Чтобы это исправить, достаточно зайти в настройки. Далее Mod Loader, модификации и найти наш мод на оружие. Прибавляя ему немного приоритета, возвращаемся обратно, нажимаю на кнопку Refresh и смотрим, что из этого получилось. Как видим, все работает. С GTA 3 и Vice City это делается немного иначе, но тоже ничего сложного. Заходим в папку Mod Loader, открываем файл modloader.ini, видим кучу непонятной информации, паникуем, закрываем файл, выключаем компьютер и больше никогда не связываемся с модами. Боже, какая шутка! Здесь же видим строчку под названием Profiles Default Priority. Именно под этой строкой мы будем задавать приоритет модам, если это потребуется. К примеру, мод на новые машины находится в папке New Vehicles. Соответственно, мы копируем название этой папки, вставляем под строку Profiles Default Priority, ставим знак равно и задаем приоритет, к примеру 55. По поводу того, какой приоритет указывать, по умолчанию всех модов приоритет равен 50. Если вам нужно повысить приоритет, то достаточно добавить 5-10 пунктов, а то и меньше. Как правило, этого достаточно. Закрепить
Закрепим материал. В GTA 3 и Vice City мы добавляем приоритет через modloader.ini, который находится в папке modloader. В GTA San Andreas делаем это же через меню. На этом мой урок завершен. Если вы ничего не поняли, то это абсолютно нормально, так как на все нужна практика. Мотайте на этот тайм-код и делайте все пошагово. Самое главное, не торопитесь, делайте все внимательно, читайте ридми и всегда проверяйте то, что установили. По скрипту. Еще со временем у меня появилась полезная привычка. Так как я часто ставлю моды, а потом могу на месяц или больше забыть про это все, я стал создавать текстовые документы по типу список модов или последние изменения. В эти текстовики я пишу, что я последнее установил или что я отредактировал в модифицированных файлах. Это очень помогает по возвращению понять, что вообще происходит. Короче, надеюсь, видео было полезным. Если наберем 1000 лукасов, я сделаю подобное видео по GTA 4. Там, правда, будет уже посложнее, ну а пока у вас есть время набраться опыта на 3D вселенной. Всем пока!